Дорогие зрители, всем физкульт привет! Сегодня мы снова будем на рыбалке. И знаете, сегодня получится, походу, очень-очень интересно, потому что у нас очень сильная смена погоды. Сейчас, представляете, в такое время в Сибири на улице плюс 2 градуса, идет снег, идет дождь вместе с ним. А к вечеру обещает адскую смену погоды, то есть она с плюс 2 изменится на минус 22. Ну, по крайней мере, так обещают синоптики. Вот, интересно узнать, что из этого выйдет. Я рыбачить буду на городском водоеме. Не стал рисковать сегодня ехать на Обское море, хотя такие мысли были. Но боюсь, что в такую погоду здесь-то у нас от ветра закрыто он все равно есть, и он задувает. На море бы меня, наверное, сегодня сдуло. Вот, в общем, проверим, как рыба в черте города реагирует у нас на такую адскую смену погоды. Интересно, что из этого получится, правда же? Кстати, в том году здесь дороги не было вот такой вот берега. Видите, прям на берег идет у нас дорога. В этом году зима малоснежная. Снега немного, он, походу, вот только сейчас начнет у нас выпадать. Ну и ближе, наверное, к марту, как у нас часто бывает. Так, рыбачки-то вон они. Вон они, сидят на заливе. Сегодня основная концентрация рыбаков вот в одной точке, они все собрались вот здесь вот, и, по-моему, они блеснят. То есть это не похоже на мормышников рыбаки. Пока я не видел, чтобы что-то поймали, но активно все в одном месте. Видимо, судака здесь на днях находили, может быть, щуку. Щука тут тоже бывает, я в этом году видел. На 8 килограмм мужик ловил. Поэтому, ну, что, пожелаем ни хвоста, ни чешуи рыбакам. А вот тут вот, смотрите, вот там, видите, за рыбаком промоина. Видимо, вода гуляет или из-за этой оттепели под берегом подмывает. То есть вот надо аккуратно заходить. Опасно в это время рыбачить, однако, особенно на большой реке. Ну что, эхолот, в принципе, сразу показывает рыбу на 4,22 метра. Стал, видите, сбивается то 4,22, то 4,16 показывает. Это как раз хороший знак, это значит, что он по дну какая-то рыба ходит, возможно, даже в стаях ходит. Вот, и он из-за этого, вот видите, опять 4,16 показывает. Ну вот видно, что дно меняется. У меня было много вопросов по поводу эхолотов, типа, Никита, сними, как им пользоваться и тому подобное. Ну, я не буду делать какой-то сейчас длительный обзор, я просто покажу некоторую хитрость. Если вы сомневаетесь в том, что эхолот показывает рыбу, то можно вот выйти из режима. Я обычно пользуюсь вот режим Pro. И вот, чтобы нам убедиться, что это точно ходит рыба по дну, мы ставим режим флешер. Вот есть такой режим, сейчас покажу. Вот он, флешер. Вот, и смотрим, что происходит у нас на дне. Вот видели, показало 4,04. Здесь 4,3. То есть получается в 26 сантиметрах от дна прошла рыба. Вот 3,94, 3,92. То есть вот сейчас что-то повыше показывает. Вот сейчас, видимо, какой-то косяк рыбы идет. Вот, смотрите. Вот 4 метра. Вот, пошла рыба. Все, пора кормить. В комментариях бывают, пишут, ну, разные комментарии, да, в основном, конечно, хорошие, но бывают интересные. Вот один из интересных, типа, вот нафиг ты кормишь, если у тебя эхолот там показывает много рыбы. Ну, во-первых, ее показывает немного, она есть, ее немного. Во-вторых, даже если и много рыбы, да, если она ходит и гулять, ее все равно нужно подкормить, ну, чтобы, скажем так, взбодрить ее, вот, чтобы она начала кушать, перемещаться, тем более сегодня еще и погода такая. Но, понятное дело, что кормить надо аккуратно, осторожно. О, сегодня у меня прикорм будет вот такой вот, запахом шоколада и карамели. Пахнет приятно. Надеюсь, что рыбе тоже понравится, особенно лещам. На той неделе у меня тут хорошие такие подлещики попадали. Самый большой дома взвесил на 700 грамм. Хотелось бы леща сегодня завалить. Да, интересно, что в такую погоду у нас получится с рыбалкой. Вот, но еще для верности мормышам подкормим крупные лещи, да и плотва хорошая. И окуни, если они есть, они его любят. Ну, правда, он у меня так маленько подзадохнулся, но он не пропал, ничего, с ним все хорошо. Но с другой стороны, даже хорошо, что он такой полуживой будет. Не будет разбегаться у нас он сильно по дну. Ну вот, свечки тоже, по традиции, чтобы романтика была. Хоть палатки и так тепло, да, ну, знаете, темно сегодня из-за того, что пасмурно, я фонарик не брал. Ну и плюс будет еще теплее, мне сейчас, не знаю, вообще, наверное, плюс 25. Шутка, конечно, не плюс 25, но прям хороший плюс палатки, прям тепло, даже пар изо рта практически не идет.
Да, интересно, на какую? На первую клюнет. Здесь у меня, получается, стоит, ну, с 2,09 леска. Леска не толстая, небольшая мормышка. Ну, вот, потом чуть позже вам ее покажу. Вот такая яркая, типа светофора цвета. Здесь у меня пучок мотыля. Здесь у меня мормышка фиолетовая. Ну, там, не знаю ее как назвать. Гламур, наверное, цвет тоже. Чуть позже покажу. О, здесь у меня один мотылек. Подняло так. И на второй клюет. И на второй кто-то клюет. Так, ну нет, это не то, что нам надо. Совсем маленький. Главное, что мотыля не съел. Слушайте, вон это, похоже, солнце вылазит. Распогодивается. Он сейчас клевать начнет. Вот еще немного мотыля. Мотыля с запасом взял, как всегда. Подсыпем в каждую лунку по чуть-чуть. Понемногу это надо делать по мере активности клёва. То есть поймали там одну-две рыбы и прям по щепотке, там по 5 штучек подбрасываем. Это, конечно, увеличивает, ё-моё, количество поклевок. Что-то походу надо это. Я, конечно, по поводку вертышами закрепил, но что-то надо менять. Видите, что происходит? Ветром дунуло. Вот этого вот не надо нам здесь. Прелести таких. Солнце выходит, ну да. Похоже на то, погода меняется. Но сейчас начнет штормовой ветер. Он очень часто на смену погоды начинает надувать. Ух ты! Вот это уже не мелочь. Красиво подняла, а? Задрала его вверх на игру. Может, плотва. Она стала сюда часто захаживать в последнее время. Тихо, тихо, тихо. Смотрите, что. Почти всю леску мне вымотала. Ну да, вряд ли подлещик. Хотя, не вряд ли, это подлещик. Ну, такой уже, которого, в принципе, хотя бы можно взять. Но я пока жестить не буду. Вот, 3 мотыля. А мормышка, вот она, смотрите, получается. Ну да, цвет светофор, дробинка. Прекрасно она работает. Вообще, в принципе, всегда, особенно в пасмурную погоду, как сегодня. Ну, правда, сегодня не совсем прям уж пасмурно. Сегодня то пасмурно, то солнце выходит. То есть такая переменчивая погода. Но мне кажется, что такие мормышки, даже не то, что кажется, это по моим замечаниям, по моему опыту, такие мормышки лучше в такую погоду работают. Ух ты! Подняло кивок вверх. Да, вообще, знаете, в такую погоду, конечно, может все получиться очень непредсказуемо. Пока, да, пока клюет мелочь, но радует, что есть поклевки, есть рыба. На самом деле, может вполне и крупняк выйти на сменку-то погоды, почему бы и нет. У меня, по правде говоря, все самые впечатлительные рыбалки по крупной рыбе, по, скажем так, большому количеству рыб, что зимой, что летом, они были именно на смену погоды, это правда. Вот, вот хорошо было, это было прекрасно. Ух ты, смотрите, там она второй поднимает. Вот, если поклевки, то на 2 начинаются. Видимо, стая подошла рыба. Ух ты, выпрыгнул как он. Резво. Ну такой, не крупный, но приятный. Подлещик, это, конечно, хорошо, но хочется леща поймать. Или подлещика большого, под килограмм. Попробую на пучок мотыля из 5 штук. Вот еще раз внимательно рассматривайте мормышку. Надеюсь, что скоро будем все это дело для вас продавать. Есть в планах открыть интернет-магазин от нашего канала. Вот такая вот светофорчик. Есть контакт. Прям в порыв ветра. Ну, как сказать, порыв. Порывы ветра и не заканчиваются никуда. А рыбка поклевывает. Тихо, 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 как тянет. Ну, не крупный. Не крупный, но бойкий. Ну, может, все-таки выйдет крупная рыба-то, правда? Вон, видите, какая волна, блин. Что-то в этой лунке, в этой качает. Правда, может, что-нибудь приплывет сегодня крупненькая. Ну, пойдет, нормальный. Ай-яй-яй-яй. Вы посмотрите на это. Даже рыбаков не видно особо.
Я в такую непогоду давно не попадал. Твою мать. Меня, походу, палатку вырывать пытается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это кошмар. Это прям ужас какой-то. Вот. Наконец-то на эту. На двух опариков кто-то клюнул. Такой же. Пока-то, блин, на той клюет. Смотрите, что клюет в такую непогоду рыба, а? Стаи подходит. На той поклевка, на этой поклевка. Вот это побольше. Не трофей, конечно, но приятный уже. Уже приятный подлещик. Да, ну что, пришлось мне немножко из-за этого ветра переместиться. Эту лунку я вообще закрываю, все. На нее буду камеру ставить, буду рыбачить с одной. Свечки поставил в этот уголок, здесь более-менее безопасно, блин. Ну, пока я тут не снимал, пока эта жесть была на улице, сейчас вроде успокаивается. Это, конечно, обманчиво может быть, да. Но вроде успокаивается. Вот сколько удалось мне подналовить рыб. И вот из самого интересного, то, что попалась вот такая плотва. Вот, которая, ну, это или следы от хищника, или следы от сети. Большой вопрос, от чего. И еще, знаете, никогда не оставляйте без присмотра ваших опарышей. Они у меня расползлись. Вот, и, кстати говоря, плотва клюнула именно на опарыша. Вот что-то похоже поболее взялось. Сопротивление другое. Прямо другое сопротивление. Ну понятно. Не поболее. Просто он как-то за глаз клюнул, забагрался, что ли. Смотрите, видите, ободранный. Хищник балуется, короче, тут или судак, или щука ходит. Вот, хорошо. Хорошая поклевочка. Даже как будто бы что-то нормальное сопротивляется. Главное, чтобы опять не глазом клюнуло. И подлещик тоже на опарыша берет. Такой вот красавец, правда же? Что касается насаживания опарыша, то зимой самый эффективный способ вот так вот за кончик. Вот видите, как он болтается, получается. Вот где у него вот эти вот глазки черные, да, так называемые. Вот за них так слегка-слегка мы подцепляем. Такой способ насаживания опарыша является самым эффективным, потому что у нас передается дополнительная игра. То есть он не просто, скажем так, чулком у нас на крючке насажен, а он будет болтаться, когда мы играем. Вот сегодня много поклевок на вот это постукивание у дна, или когда у нас удочка на стоячке, мы приподнимаем пальцем, вот в этот момент вот эта привлекательная игра происходит. Ну еще из-за такого, почему рыба на это лучше берет, он начинает вытекать и выделяется вот этот вкусный, приятный для рыбы сок. Вот она на это хорошо реагирует. Среагирует ли сразу? Сходу. Есть контакт. Вот опять это сработало. О, что это с ним? Ё-моё. Сейчас покажу. Сейчас увидите. Вон, видите, он весь какой-то красный. Видимо, действительно из-за вот этой погоды давление у рыбы. Вон, смотрите, весь в кровоподтеках. Что с тобой, друг? Что с тобой случилось? А ну-ка попробуем на двух опарышей. Укрупняем. Но мне хочется поймать сегодня большую рыбу. Она просто обязана здесь быть в такую погоду, блин. Должна была зайти Саби. Я уж не знаю почему, пока мы не поймали леща большого. Он точно зашел. Просто, видимо, он, да, капризничает. Еще и глухозимье тут в самом разгаре у нас в Сибири. Не так-то и просто крупную рыбу сейчас поймать. Ух ты, какой загиб! Вот вам и два опарыша.
Не просто, но можно. Мне кажется, что вот это уже побольше. Ух ты, ё-моё. Слушайте, ну да. Ничего, он вылетел как. Да, смотрите, какое укрупнение наживки. Сработало. Хороший подлещик в наших руках. Грамм такой, ну я думаю, на 400 точно, если не на 500. Вообще добрый. Ну раз так, попробуем тогда на 3 опарышей еще укрупним. Вот, 3 жирных больших опарика на мормышке. Мы сегодня накормили здесь прям капитально. Я не знаю, я уже, наверное, полкилограмма прикорма высыпал в лунку. Сейчас пока я не кормлю, потому что вот видите, покрупнее рыба попалась. Если начнется опять активный клев, много поклевок, тогда будем докармливать. Но пока, я думаю, не стоит. Да, это было хорошо. Классическая поклевка, как тут, слушайте, не по-подлещиковски бьется как-то, как будто бы с стороны в сторону водит, он так обычно не делает. Опа-на! Это я угадал, что это не подлещик. Да вы посмотрите, какая добрая плотва. Ну, вот она пришла на плохую погоду, видимо, да? Приплыла себе. Хорошая. Слушайте, прям возле дома рыбачу, такая плотва классная. Почаще бы она нас радовала. Да, знаете, мне иногда комментарии такие пишут, типа, а что ты на море не ездишь рыбачить, что ты привязался к одним и тем же водоемам. А я скажу, что, знаете, вот иногда приезжаешь, вот такая вот погода. У меня тоже сегодня была мысль поехать на море, но приедешь на море, и что там? Сорвет тебя, сдует нафиг. Блин, вон опять начались порывы. Вот. Да и не только, на самом деле, дело в этом. Дело еще в том, что городские водоемы, они действительно очень часто выручают, и рыба ловится прекрасно. У меня, кстати, я раньше на телеканале «Наша тема» снимался, у меня была целая серия передач «Городская рыбалка». Вот. Я очень часто ловил в городе, и иногда рыбалки получались успешные. В принципе, сегодняшнюю рыбалку, ну, такой уже можно назвать, если вот не погода бы, блин. Мне он даже маленько низ палатки порвало, блин, из-за этого ужаса. Ну, да ладно, как говорится, зашьем. Рыбалка, тем не менее, получается, мне нравится. И городские водоемы, да, они очень часто приносят вот такие вот уловы. И смотрите, какая плотва у нас попалась. Надеюсь, что она была не последняя. Да, конечно, для полного ассорти не хватает лещика или язика. Вот она какая хорошая, слушайте. Это, возможно, как раз то, чего не хватает для полного ассорти. На 3 жирных опарышей кто-то. Ух ты, тихо, 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 да что ты делаешь? Я тебя не упущу, я тебе не дам уйти. Да, вот это что-то прям... Ой-ой-ой, заскрипело, зазвенело. Леска хороший какой, ух ты ж. Вот это парень у нас. Да, слушайте, ну может еще не лещ, не лещик, да? Ну размер-то какой приятный. Это самый большой на сегодня, это точно. 500 грамм как минимум будет. Ну вот. Хорошая рыба в непогоду тоже клюет. Ну раз такая история, сделаем такую вот мини-жесть, скажем так. 5 опарышей ставим. Сегодня рыба реагирует действительно на крупную насадку. Она на нее клюет. Ну, крупная рыба, я имею в виду. Вот. Пяток опариков. Все насажены тем же самым способом. Вот это да! Это называется могем, умеем, практикуем. Как она щелкнула-то. А, ну понятно, как она щелкнула. Смотрите, на 5 опарышей. Хорошенькая плотва. Правда, маленько погодный фактор сегодня, да, немножко портит все. Ну, когда клюет, в принципе, пофигу. Я так смотрю, что рыбаков почти никого не осталось. Все испугались погоды, а зря, рыба-то ловится. Рыба-то клюет, рыба прет, блин. Я, блин, в азарте весь. Хочу еще. По поводу езей вообще интересно, куда они деваются. У нас летом их вообще много, просто у нас на обеих полным-полно. А вот зимой куда они пропадают? Да, как она клюнула, прям щелкнула. Щелкнула прям по киску. Не она, а он, подлещик. Плотва куда-то делась. Ну, подлещик прекрасно клюет.
что, дорогие зрители, пора закругляться. Вот, пока еще тут, блин, совсем не расштормило, потому что что-то, мне кажется, сейчас опять ветер начал такие порывы давать, что будет целая проблема мне сейчас наверняка собрать, блин, палатку, потому что я сегодня один, а палатка у меня кубик, она не маленькая. Что касается рыбалки, ну, как по мне, получилось неожиданно и приятно, и вот так вот. Просто вот в черте города, возле дома. Вон какая куча рыбы. Это еще с учетом того, что я самых мелких отпускал сегодня. Вон вот такие вот почти лещики были. Плотва вот она хорошая. Не одна. У меня вот, по-моему, 3 или 4 плотвы получилось. Не знаю, мне кажется, это на 5 с плюсом с учетом места, в котором мы рыбачим. Вон такие хорошие были сегодня парни. Ну не знаю, можно ли сделать такой вывод, что когда идет такой резкий слом погоды, с тепло на холод, что рыба начинает активироваться. Не знаю, в принципе, в прошлый раз у меня похуже клевало, было, наверное, поменьше поклевок, чуть меньше рыбы, но, по-моему, по размеру было покрупнее. Ну, в целом, можно точно сделать вывод, что рыба ловилась, она клевала. Синоптики нас не надурили, потому что действительно сейчас прям чувствуется, что похолодало. Такой, слушайте, у нас в Сибири, конечно, вот эти вот перепады погоды, резко континентальный климат, это, конечно, ужас. Просто, представьте, с плюс 2 сейчас, ну, сейчас, не знаю, наверное, не минус 20, но минус 10, минус 15 точно есть, а вечером до 22 обещают. Фух, ну что, кайфанул я, надеюсь, вы тоже получили удовольствие от просмотра, не забывайте ставить лайк, подписываться, ну и, конечно же, комментарий оставлять. Всем ни хвоста ни души, до новых встреч, берегите природу, наслаждайтесь рыбалкой, всем пока.